Всем привет! Расскажу немного о этой фрезе, как пользуюсь я ей. Видите, я уже на мини-трактор даже ее прицеплял. Вот эта крышка упала, потому что я только что ремень поменял новый. Еще не прикрутил крышку. Вот она. Ремень сгорел, потому что я КМЗ трактору ставил эту фрезу. И получается, что даже если как бы вроде разбивает глыбы, все нормально, но ремень сгорает вот этот. Ну и сначала вонял, потом вообще там рассыпался этот ремень. Сейчас новенький поставил. По назначению, как сама фреза, с ней работать очень тяжело. Она довольно плохо закапывается. А если хорошо закапывается, то она плохо вылезает. Ее надо выталкивать. Как бы в поселке у нас есть несколько всяких разных фрез. И как бы вот именно я заметил, вот эти вот ножи, я не советую брать фрезы, у которых вот такие вот такой формы ножи. Вообще вот эти в этой фрезе, у кого похожие даже, не именно этот производитель, не производитель, а вот именно вот такой вид фрезы. Получается, что они как-то, плохо молотят, очень много силы надо, чтобы с ней работать. Я сколько видел некоторые другие фрезы, там мотоблоки, допустим, которые идут с несколькими скоростями. Эти ножи у них такие, как поострее. И этот нож идет как пластина. Видите, какой тут нож? Такой плохой ножик получается. Он как бы вроде и задерживает, вот именно вот этот вид не советую. Колесики эти тоже, если ехать по земле с этой фрезой, почти невозможно. Приходится почти ее носить на ножах или ехать. Как-то сложно с ней работать, честно скажу. Вот 2 сезона отработал с ней. Первые сезоны по назначению ее. Потом решил прицепить к мини-трактору. Думал, как вместо культиватора будет. Спашу типа мини-трактором КМЗ. А вместо культиватора он будет разбивать мне эти все глыбы и потом борозды нагонять. Не выдержал ремень. Несколько соток обработал, наверное. И все, ремень сгорел, как бы. Вот сейчас новенький поставил. Буду пробовать опять по назначению вот на этом огороде. Поснимаю видео, как с ней будет работаться. Конечно, она фрезерует, да. Как бы лучше, как ничего. Короче, итог говорю, заметил. Вот такие вот ножи, у которых фрез. Они довольно плохо, с ними тяжело работать. Есть другой вид фрез. Короче, с такими ножами, если есть возможность, берите другую фрезу, у которой есть скорость переключать. Она может быть даже слишком быстро работает. Но я поснимаю видео, как она работает. Да много в интернете видиков, как они работают. Все говорят, о, какая хорошая, почти основном. Но по-настоящему с ней тяжело работать. По-настоящему с ней тяжело работать физически. Я вижу, как другие фрезы, у которых есть скорости, у которых другого вида ножи идут, такие, как они более плоские. И тот такой, как с одной пластины такой загнутый идет, получается. С теми они работают с одной рукой почти. И только приподнимает нож, выбирает, чтобы он поехал, или глубже углубляет. С этой вот так никогда не поработаете. А как прицепить на мини-трактор как культиватор, она, вот я говорю, наверное, слишком быстро все-таки мини-трактор ее тянет. Хоть и на самой медленной скорости, на скинутом газе, но ремень не выдержал такую нагрузку все-таки. Так-то насчет экономии, она, конечно, экономная фрезочка. Да, если сравнить с лопатой или фрезой, конечно, может быть получше. Самые дешевые фрезы, они все такие же самые. Там просто производители некоторые меняются. Вот теперь поснимаем видео, как с ней работать.
Ну вот, как мы видели, тяжело, да? Земля мокрая, конечно, но когда сухая, точно так же само работается. Даже, в принципе, когда мокрая земля, он как-то лучше вылезает. А когда сухая, он взрывается, его потом мучаешься оттуда выбрать. Сейчас попробую второй проход пройти. Это долго, мучительно. Ну, конечно, он разбивает, да, логично. Ну, куда он денется? И глубина, как мы видели, совсем не заглубляется. Даже средний вал, он никуда под землю толком не залезает. Ну, как средний вал, сейчас покажу. Видео, если обратить внимание, вот этот вот почти в землю, даже на уровень земли не уходит. А сколько тут высота-то? Ё-моё, если так-то. Вон 4 пальца он только зарабатывает. Ну, недостаток именно вот этого производителя в баковой крышке. Там резинка, это совсем ничего не держит. Я уже пленку всунул, ну, бензин плескается. Но это, я думаю, что только у этого производителя такая проблема с баком, что бензин плескается. Получается, он больше выплескает бензина, не как он кушает. Но работать очень тяжело с ней. Потому, говорю, такого вида фрезы не советую брать. Ну, если, конечно, финансы позволяют, лучше берите, в которых есть скорости. Как я говорил, нож, у который такой плоский и завернутый. И эти боковые ножи тоже, которые типа мотоблок, у которого одеваются эти фрезы. Вот те хорошо фрезеруют. Они с одной рукой фрезеруют без проблем. И еще раз говорю, да, земля мокрая. Но даже сейчас он по мокрой, даже как-то лучше работает, не как он по сухой работает. По сухой вообще он не хочет практически работать, получается. И оператор мучится. И фреза тоже. Вот так вот. Еще поснимаю, посмотрите, как работает. Сейчас пойду обратно по уже про один раз профрезерованный. Сейчас будет чуть-чуть уже по-другому. Второй проход будет.
Ну вот, прошелся второй раз. Вот земля уже как бы получше разработана. Да, можно разработать. Я не говорил, что с ней нельзя разработать. Еще может третий раз пройти, и уже будет как бы неплохо. Ну, я думаю, видно на видео, что очень тяжело. Если какой-то постарше человек замучается с ней работать, с этой фрезой. Вот у меня огородик. Но он небольшой, этот огородик. Еще впереди сколько работы. Почему не пошу КМЗ? Потому что вот тут такие вот дерны, плужок маленький. И получается, что ничего толком не получается. Как бы, как и первая земля, свежая, тяжело. Вон я попробовал даже поперек пройти, перепахать. Но даже толком не углублился. Эти дерны забиваются в плуг. Тоже мучение. И качество разработки тоже получается не ахти. А мы хотим, чтобы картошка выросла не просто так. Ее тут запихать и все. Так что придется мучиться с этой фрезой. Бензина на расход, наверное, больше получается разливается. Не как она тут употребляет. А физической силы ужасно много уходит на эту работу. Но ничего, надо выходить из ситуации как можем. Ну вот, буду разрабатывать, ну еще поснимаю несколько моментов, чтобы было точно уже ясно, что с ней очень тяжело работать, если еще не убедились. Как я говорю, ну вот, именно вот такого вида фрезы я заметил. Несколько, и все, у кого такого вида ножи, обращайте внимание, вот с такими ножами не советую брать, с ними тяжело работается. Что-то с ними не так. Что именно, я сам не знаю. Но есть другие вид, такой пока плоский. Он такой поуже так и поиначе. Ну, посмотрите, посравняйте, увидите. Есть такие ножи, есть еще один вид. Вот эти не советую. Уже сразу, что первое, обратите внимание, если берете фрезу. И вот этот нож, как я говорил, вот такой вот. Он тоже у этих фрез, я так понимаю, у всех, которые тяжело работается, тоже такие вот ножи. Я понаблюдал. Такие вот ножи. Ну вот, они не плоские пластины. Тот, который с плоской пластиной, тот получше. А тут такая, как изогнутая. Ну, я уже поснимал, видно было. Можете где-то помотать, поискать. На что обращать внимание? Вот, если берете фрезу, берите так, чтобы вам было легче работать, а не тяжело. Да, она своей работой как бы справляется. Ну, по сути дела, деньги на ветер. За эти деньги можно столько раз нанять человека, чтобы он обработал вам этот огород. Я потом посмотрю в интернете, сколько сейчас она стоит. Ну и сами подумайте. Ну, сами можете посмотреть, сколько такого вида фрезы стоит. Ну, не это я говорю, вот сама фреза более-менее. Только вот недостаток вот это вот. Это фирма, да? Вот у них косяк с крышкой боковой. А другие вроде как не текут, я сколько смотрел в интернете. Именно такие же, такого вида фрезы не текут так. Ладно, буду дальше работать и снимать. Ну вот, что получается, если 2 раза профрезеровать по одному месту. И вот попробовал борозды нагнать. Да, траву он все равно сильно не измельчил. Вот видно, какие комки. Ну ладно, еще земля мокрая, может быть, еще это влияет. Ну, как бы сам факт. Вот видно, какое качество получается с этой фрезой. Ну, конечно, она делает свою работу. Но, как я говорю, тяжело с ней. Лучше подкопить денежку, купить получше, которая есть скорости. И, как я говорю, с другими ножами форма. И это лезвие сзади, которое углубляется. Еще один недостаток в этих фрезах, что вот эти вот крылья маленькие. Как видим, все с землей закидывает наверх, когда фрезеруешь, и все это попадает туда в ремень. И он начинает как бы подтягивать. И так же само вот с этой стороны все внутрь в охлаждение, как видим, попадает. Все только из-за того, что пожалели на крыльях какие-то. Хотя бы эти пластмассовые смешные 5 сантиметров добавили. Хотя бы сделали бы до конца, что ли. Это еще один недостаток этих фрез.
Так, продолжаем фрезеровать. Там уже Лена с Дамиром сажают картошку. Еще фрезеровать и фрезеровать. Садим сначала сорт Агрия. Я фрезерую, прохожу. Получается по половине. Получается в одном месяце 4 раза фрезеруется. И гоню борозды сразу с трактиком КМЗ. Вот он. Борозды нагоняю. И так все время. Пройду фрезой 2 раза туда-сюда. Получается 2 раза заново идет. И потом 2 раза половинку. Вот так вот сейчас стоит. Видите, уже половина зафрезерованная 2 раза. Еще 2 раза получится пройдется. И так все время. По полфрезы передвигаюсь. Получается туда-обратно прохожу. И на полфрезы передвигаюсь. Ну и вот, какое получается, что... Тут, если не знаю, на камеру видно, не видно, солнечно. Ничего сам не вижу, что снимаю, если честно. Ну вот тут есть такие глыбы, все как бы особо не разбивает. Но земля мокрая, ладно. Ну, как есть, как я говорю. Так что не советую эти фрезы покупать. Берите другие, которым скорости есть. Которым ножи другие. Я уже несколько раз говорю. Ну, а я продолжу с ней работать этот кусочек.
Вот, видите, и ремень все время захватывает, все время крутит, не останавливается. О. И получается, еще недостаток у нее так форма сделана, что все время с согнутой спиной надо работать. Это еще один из недостатков этой фрезы. Короче, накипело, наверное, насчет этой фрезы. Хлам хламом.